Привет из Турции! Я снова прилетела в Стамбул, и у меня для вас очередное полезное видео об этом чудесном городе. В этом ролике я поделюсь с вами полезными советами, готовым маршрутом по самым интересным местам Стамбула, покажу отель, в котором остановилась, и место рядом со Стамбулом, в котором обязательно нужно побывать каждому туристу. Будет очень интересно! Ставьте лайк этому видео, чтобы меня поддержать. Я часто снимаю ролики о Стамбуле, и я уверена, что они пригодятся вам для планирования путешествия в Турцию. Я прилетела в международный аэропорт Стамбул. Он открылся в 2018 году и является самым крупным в Турции. Новый аэропорт Стамбула может похвастаться большим числом международных наград. Он действительно очень удобный. Ранее из этого аэропорта я добиралась в город на трансфере, который заказывала заранее. Обычно это выгоднее и надежнее, чем такси. В описании под видео я оставлю для вас ссылочку на проверенный сервис. В 2024 году к аэропорту Стамбул протянули ветку метро. Я решила проверить и этот путь в город. До метро оказалось легко дойти по указателям. До центра города я добралась примерно за час. Если вы планируете часто ездить на общественном транспорте, купите проездной Istanbul Card. Эта карточка не именная, поэтому ей можно пользоваться вдвоем или втроем, пополняя по мере необходимости. Кстати, если вы прилетите во второй аэропорт Стамбула, аэропорт имени Сабихи Gökçen, у вас тоже будет возможность поехать в город на метро. Оно проведено к обоим аэропортам Стамбула. Проездной Istanbul Card пригодится вам и на других видах общественного транспорта. Автобусы, трамваи, фуникулеры и даже паромы. На мой взгляд, его стоит приобрести. Во время каждой поездки в Стамбул я обязательно показываю вам отель, в котором останавливаюсь. Знаю, что многие из вас ездят по моим следам, потому что вы часто пишете мне комментарии с благодарностями. Я их всегда читаю, улыбаюсь, мне очень приятно, что вам это полезно. Поэтому в этот раз я тоже покажу вам отель, в котором остановилась. Он называется The West East. Этот отель находится в шаговой доступности от улицы Истикляль. Буквально 1 минутка, и вы уже на ней. Но при этом он расположен в достаточно тихом переулке, поэтому здесь очень спокойно и не слышен шум от активной улицы Истикляль. У отеля очень удачное расположение. До ближайшей станции метро можно дойти за 5 минут. Также пешком легко дойти до Галатской башни и площади Таксим. Отель The West East очень современный. Он красиво оформлен в стиле Алисы в Зазеркалье. Такой черно-белый, очень интересный. Тут много зеркал, мне понравился такой дизайн. Номера здесь современные, приятные, очень чистые. Тут отличный приветливый персонал и вкусные завтраки. За время проживания я застала завтраки в разных видах. Иногда это был традиционный турецкий завтрак, когда весь стол заставляют множество маленьких тарелочек. Это очень интересно. А иногда был классический шведский стол. Также в отеле есть хамам и сауна. Ими можно пользоваться бесплатно. А за дополнительную плату здесь предлагают спа-процедуры. На всей территории отеля работает бесплатный Wi-Fi. Этот отель мне понравился. В описании под видео я оставлю для вас ссылочку, по которой я его бронировала. Пользуйтесь!
А сейчас я поделюсь с вами готовым маршрутом по основным достопримечательностям Стамбула, который рассчитан на один день. Конечно, если вы приехали в первый раз, то стоит взять обзорную экскурсию. Если хотите посмотреть, как она проходит, то у меня на канале есть такой ролик. Обязательно посмотрите, я уверена, что каждому туристу нужно побывать на таком туре. Ну а если вы любите все осматривать самостоятельно или приехали в Стамбул уже не в первый раз, то воспользуйтесь моим готовым маршрутом. Уверена, что он вам понравится. И начнем мы на площади Султан Ахмед возле собора Айя София. Это визитная карточка Стамбула. Каждый турист стремится ее увидеть. Раньше вход в Айю Софию был бесплатным, поэтому на площади Султан Ахмед всегда были огромные толпы людей. Очередь длилась, наверное, километр. Сейчас вход в Айю Софию стоит 25 евро, поэтому число желающих побывать внутри немножечко уменьшилось. Примерно раз в 5, по моим ощущениям. В кассе стоит не так уж и много людей. Если вам хочется просто увидеть какую-нибудь историческую мечеть, для вас не имеет значения, какую именно, тогда я советую посетить Голубую мечеть. Она очень красивая и произведет на вас огромное впечатление. Ну а если вам хочется побывать именно в Айя Софии, то, конечно же, сделайте это. Это того стоит, на мой взгляд. Я была в ней уже много раз, мне она очень нравится. Внутри просто прекрасно. Напротив Айя Софии находится Голубая мечеть. Ее настоящее название – мечеть Султан Ахмед, в честь султана Ахмеда. Однако народное название прижилось лучше, потому что оно ярко отражает ее главную особенность. Внутренняя отделка выполнена из бело-голубых изразцов ручной работы. Всего их более 20 тысяч. Обязательно побывайте внутри, это бесплатно. После осмотра двух мечетей погуляйте на площади Султан Ахмед. Она состоит из двух частей. Между Голубой мечетью и Айя Софией вы увидите красивые фонтаны, а вторая часть называется Ипподром. На этой площади сохранились колонны и обелиски, установленные в византийский период. С площади Султан Ахмед можно отправиться в Топкапы, но посещение дворца в маршрут на один день я бы включать не стала. На этот музей нужно выделить не менее 2-3 часов. Следующая достопримечательность – парк Гюльхане. В апреле здесь можно увидеть тюльпаны, а в июне – розы. В остальное время исторический парк в центре Стамбула хорош для прогулок, а также для наблюдения за зелеными попугаями, которых всегда легко услышать. Также тут можно увидеть аистов. Посещение парка бесплатное. Я знаю, что многие туристы ищут панорамные рестораны в центре Стамбула. Я тоже люблю делать красивые фотографии в подобных местах, поэтому в маршрут прогулки включила такое кафе. Сюда можно зайти на чашечку кофе или полноценный обед. Ресторан называется 360 Панорама. Он находится в самом сердце исторической части города. Ориентир – отель The End. Место не бюджетное, но вкус блюд и вид на Стамбул того стоят. С террасы хорошо видно Айю Софию, площадь Султан Ахмед, Голубую мечеть. Вдалеке можно увидеть башню Чимлыджа, одноименную мечеть, Босфор, Галатскую башню и другие красивые места. Мне очень понравилось.
Мечеть Сулеймания – это мое самое любимое место в Стамбуле. Я считаю, что тут стоит побывать каждому туристу. Хотя в этом месте обычно не очень много туристов. Все предпочитают гулять в районе Султана Ахмета. Сюда не очень трудно добраться, нужно немножечко пройти, и вы попадете в это чудесное место. За что я люблю Сулеймания? Здесь, во-первых, всегда очень тихо, спокойно, и, конечно, это замечательный образец османской архитектуры. Если вы смотрели сериал «Великолепный век», то вы точно знаете эту мечеть, потому что строили ее по указу султана Сулеймана Великолепного. Кстати, здесь же во дворе находится его усыпальница, а рядом усыпальница его любимой супруги Хюррем, а также их дочери Михримах и других членов султанской семьи. Обязательно туда загляните. Если вы не смотрели этот сериал, то вам тоже будет интересно здесь побывать, потому что Сулеймания – это одна из самых известных мечетей не только в Турции, но и вообще во всем мире. Она очень красивая изнутри, а еще здесь находится смотровая площадка. Отсюда открывается просто замечательный вид на Босфор, Галатскую башню и другие достопримечательности Стамбула. Следующая остановка – мечеть Рустема Паши. Обычно ее не включают в стандартные туристические маршруты по Стамбулу. На мой взгляд, ее стоит посетить. Уникальность этой мечети в том, что внутри она отделана голубой плиткой из изника, которая расписывалась вручную. Зайдите сюда, чтобы полюбоваться работой мастеров. Какая прогулка в Турции обойдется без посещения базаров? Бывалые туристы точно знают, что самый знаменитый рынок Стамбула Гранд Базар стоит посетить лишь один раз, осмотреть его, но ничего не покупать. Цены там завышены. Но не все знают, что не менее известный египетский базар с точки зрения шопинга наоборот хорош. Именно жители Стамбула подсказали мне, что тут продают самый свежий лукум и лучшую баклаву. А цены такие же, как в других частях города. Загляните на египетский базар за красивыми фотографиями, турецким колоритом и восточными сладостями. После посещения египетского рынка удобно отправиться в сторону Босфора. Тут можно сесть на паром, маршрут Миноню-Каракёй. Посмотрите на Стамбул с воды. Вы сделаете много красивых фото, а заодно попадете на другой берег, чтобы продолжить прогулку. Наша следующая остановка – Галатская башня. Пожалуй, это самая известная достопримечательность в Стамбуле. Высота башни 67 метров. В свое время она была обсерваторией, маяком, дозорной башней. Сейчас внутри находится музей, билет стоит 30 евро. На мой взгляд, обзорная площадка и экспозиции в Галатской башне достойны посещения. На моем канале есть отдельное видео про Галату. Посмотрите. От Галатской башни мы отправимся на улицу Истикляль. Это самое оживленное место Стамбула. Улица является пешеходной, но частично, так как по ней курсирует красный ретро-трамвай. На нем стоит прокатиться или же сделать фотографии у его ступенек, когда трамвай сделает остановку. На Истикляле полно магазинов, ресторанов и кофеен. Здесь точно стоит погулять и насладиться особой атмосферой Стамбула. На Истикляле есть много мест, в которых можно пообедать. Особенно хороши заведения, в которых есть второй этаж, чтобы вы могли любоваться улицей Истикляль из окна. Если у вас останутся силы, то после прогулки по улице Истикляль спуститесь к Босфору на причал Касым-Паша и садитесь на паром до станции Эйюп. Тут можно увидеть красивую мечеть Эйюп, которая является священной для мусульман всего мира. После ее посещения стоит подняться на фуникулере на холм Пьер-Лати. Используйте проездной Истанбул-Карт.
Здесь расположена смотровая площадка с красивым видом на бухту Золотой Рог и Стамбул. Отсюда получаются отличные фотографии. На холме Пьер-Лати работает одноименное кафе. Тут приятно выпить чашечку кофе по-турецки. В свое время здесь любил отдыхать известный французский писатель, который работал под псевдонимом Пьер-Лати. Он был почетным жителем Стамбула и очень любил район Эюп. Спуститься вниз можно как на фуникулере, так и пешком. Напомню, что в описании под видео я всегда оставляю для вас все ключевые моменты ролика и названия, которые трудно воспринимаются на слух. Не забудьте туда заглянуть. А сейчас я покажу вам самый необычный район Стамбула – Принцевы острова. Местные жители называют это место район Адалар. Добраться до них можно только по воде. Это можно сделать своим ходом, но подстраиваться под расписание паромов не всегда удобно. Поэтому многие туристы ездят на Принцевы острова в рамках организованных туров. Я тоже выбрала этот вариант и забронировала экскурсию через популярный российский сервис Tripster. В описании под видео я оставлю для вас ссылочку на тур, в котором я была. Пользуйтесь! Сразу скажу, что это не совсем экскурсия. Гид, конечно, рассказывает интересные факты, пока вы плывете, но это скорее бонус. Тур на Принцевы острова включает трансфер из отелей и обратно, а также поездку на пароме к двум островам – Büyükada и Heybeliada – самые крупные и наиболее интересные. На Принцевых островах нет обычного транспорта, только экологичный. На Büyükada многие туристы первым делом садятся в экоавтобус. Популярный маршрут вокруг острова занимает 30 минут. В мой заезд это стоило 60 лир. На мой взгляд, я зря потратила время, так как интересные места находятся в центре Büyükada. Лучше было погулять или взять в аренду велосипед. Однако свободного времени было много, поэтому я все же успела увидеть все самое важное. Принцевы острова отличаются интересной архитектурой. Кстати, тут проживало немало известных людей. Среди них автор турецкого романа «Королек, птичка певчая» и Лев Троцкий. Во время экскурсии нужно было где-то пообедать, так как общее время тура 8 часов. Я выбрала популярную сетевую закусочную Белтур на острове Büyükada. На одном острове нам дали на прогулку 3 часа, а на другом 1 час. Этого хватило, чтобы увидеть все самое интересное и просто погулять в приятной атмосфере. Принцевы острова – это совсем другой Стамбул. Здесь кажется, что время течет медленно, а остального мира просто не существует. Сюда ездят отдохнуть от шума мегаполиса, полюбоваться хвойными лесами и островной архитектурой. Думаю, сюда стоит поехать тем, кто уже посмотрел исторический центр Стамбула, тем, кто хочет увидеть другой Стамбул. Я надеюсь, что вам понравилось гулять по Стамбулу вместе со мной, и что во время поездки вы воспользуетесь моими советами и маршрутами. Ставьте лайк, если любите отдыхать в Турции. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков.